Судебный зал был переполнен, и напряженная атмосфера висела в воздухе. Люди переговаривались шепотом, но каждый взгляд был прикован к одной фигуре молодой чернокожей девушки, которая стояла перед судьей. Она выглядела спокойной и собранной, ее осанка была прямой, а выражение лица оставалось непроницаемым. Несмотря на это, можно было почувствовать невидимое давление, исходившее от окружающих. В зале явно витало предвзятое отношение. Кто-то рассматривал ее с любопытством, кто-то с недоумением, а кто-то и вовсе с откровенным скепсисом. Судья, пожилой мужчина с седыми волосами, лениво откинулся на спинку своего кресла и бросил на девушку оценивающий взгляд. В его глазах читалась смесь раздраженного терпения и пренебрежения, а уголки губ кривились в едва заметной усмешке. Казалось, он уже сделал для себя выводы и не испытывал ни малейших сомнений в том, каким будет исход этого слушания. Все его поведение говорило о том, что перед ним всего лишь еще одна обвиняемая, очередное незначительное дело, не стоящее его времени. Обвинения звучали серьезно: незаконное проникновение, мошенничество. Никто не ожидал, что она откажется от адвоката и решит защищать себя самостоятельно. Легкое недоумение сменилось тихими насмешками среди присутствующих. Судья скептически покачал головой, едва скрывая пренебрежение. Но все изменилось, когда девушка, не дрогнув, вытащила из папки документ и подняла его, демонстрируя всем. Это был правоустанавливающий акт, доказательство того, что она является владельцем здания, из-за которого ее судили. Зал погрузился в гробовую тишину. Судья побледнел, взял бумаги и начал их изучать. Глаза его расширились. Он смотрел то на документ, то на девушку, явно потрясенной. Все дело рушилось в один миг. Оказалось, что обвиняемый основатель и генеральный директор крупной компании, а вся ситуация была результатом ошибки и предвзятости. Теперь уже не она стояла под осуждающим взглядом, а сам судья. Ошарашенные лица юристов, тяжелое молчание в зале, растерянность в движениях человека, который еще минуту назад был уверен в своем превосходстве. Девушка не сказала ни слова, ее документы и сам факт ее присутствия в этом зале говорили красноречивее любых речей. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.